Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу интересную прошивку от компании Xiaomi, которая на сегодняшний день тестируется для китайского рынка. Ну и как вы понимаете, что большая часть из этих изменений, конечно же, придет в глобальную прошивку. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, как я уже сказал, эта прошивка на сегодняшний день тестируется пока что для китайского рынка. И это у нас нумерация 20200.12. Да, это у нас бета-версия, но это не изменяет того факта, что компания Xiaomi от версии 2.0.100 переходит к новым версиям 2.0.200. Получается, на сегодняшний день лишь только для некоторых аппаратов эта прошивка доступна, в частности на тот же Xiaomi 15. Что примечательно, она работает под управлением Android 15, хотя я думал, что разработчики уже постепенно будут переводить это устройство на новую версию Android, но на сегодняшний день Android 16 Beta 2 и HyperOS 2 между собой совместимы, и об этом я делал отдельное видео. Теперь же что у нас по изменениям более таким качественным. Во-первых, у нас получается в новой версии по умолчанию без всяких там дополнительных телодвижений добавляются опции размытия обоев. Да, вы эту опцию уже могли видеть в глобальных прошивках, но там необходимо было обновлять стоковые приложения. В данной же истории ничего дополнительно делать не нужно. Мы с вами переходим далее. Еще есть один такой интересный момент, это у нас эффект для обоев. Также есть у нас такая история под названием линза. На глобальную прошивку это тоже можно прикрутить с помощью стоковых обновлений. В новой же версии без всяких дополнительных телодвижений это также будет работать. Еще также интересный момент кроется у нас в стилях написания текста. Вот, к примеру, для стиля восточная эстетика. То есть мы нажимаем на часы и можем выбрать дополнительную опцию кастомизации. И это выглядит, скажем, таким образом. Да, интересно, да, возможно, кому-то будет полезно для кастомизации своего смартфона, но фишка такая присутствует. А мы с вами следуем далее. Что еще интересного разработчики добавляют в новой версии? Получается, в нашем телеграм-канале я еще где-то с пару недель назад писал, что добавляется возможность кастомизировать так называемые шорткаты на экране блокировки. Что это имеется в виду? Когда мы с вами заблокировали устройство и разблокировали, на своем по умолчанию тут всегда был, допустим, фонарик на глобальной прошивке и камера. И тут у нас еще, кстати, добавляется новая анимация перехода в соответствующий раздел, который мы с вами выбираем. Что интересно, как только у нас происходит обновление до этой прошивки, разработчики нам позволяют выбирать, что мы можем выставить для левой стороны, и также что мы можем выставить для правой стороны. И в принципе, как вы видите, набор этих опций идентичен, что для правой стороны, что для левой, соответственно. И да, я считаю, что это очень хорошо, потому что этот раздел, уж прям просто плакал от того, что мы не могли с ним ничего сделать. Больше же по экрану блокировки мы с вами ничего тут найти не сможем. Переходим в следующий раздел, это у нас получается уведомления и строка состояния. Что тут у нас добавляется, это наконец-то ликуйте, возможность кастомизировать тоглы, которые отображаются в строке состояния. Но есть один, к сожалению, такой моментик в этом всем деле. Разработчики нам не дают полноту, свободы, назовем это так, для того, чтобы выставлять количество этих самых иконок в строке состояния. И они нас с вами ограничивают лишь только 3 штуками. Да, это печально, потому что я надеялся, что наконец-то этот запрет они уберут. Но опять же, мы отталкиваемся с вами от того, что есть, и допустим, нам разработчики выдают возможность выбирать все то, что мы хотим видеть в строке состояния, когда оно будет активно. Если же мы этого не хотим наблюдать, соответственно, мы этим ползунком всю эту историю выбираем. И плюс еще дополнительно мы с вами можем активировать показ опции того, что мы с вами подключаем к нашему телефону из переносных устройств. Либо это планшет, компьютер, телевизор, автомобиль даже может быть, динамик, даже умные очки Xiaomi можно отображать. В общем, очень круто. И также надеюсь, что эта опция также переедет в глобальную прошивку. Ну а мы с вами следуем дальше. Что еще интересного разработчики, назовем это так, возвращают в новой версии? Это получается у нас цветные стили сканера отпечатка пальца. Их когда-то там убрали специально, скорее всего, дабы потом это все добро обратно вернуть.
И вот в новой версии это все дело возвращается. То есть помимо того, что у нас есть обычные там какие-то, знаете, черно-белые стили, мы с вами можем поставить цветную анимацию. Да, круто, да, отлично, но и надеюсь, что также в глобальную прошивку все это дело вернется. Ну а в разделе батарея, который находится у нас в настройках смартфона, в раздел защита батареи добавляют интересную опцию. Она называется полная зарядка. То есть без всяких ограничений, там, допустим, без смарт-зарядки, без защиты батареи мы можем тупо поставить на тот момент, чтобы у нас батарея зарядилась. То есть нет у нас никаких ограничений там и по 80%, и что после 80 медленнее будет смартфон заряжаться, дабы, ну, назовем это так, батареи продлить жизнь. То есть тут вы убираете все ограничения, и тупо она у вас лупашит в сотку, и вы не ждете там условные там, ну, час, там, может быть, еще меньше. И то есть этот момент у нас убирается банальным обновлением стокового приложения. Что также примечательно, на той же глобальной прошивке данная опция также проявляется. Также еще, кому будет интересно, провел я и синтетический тест в AnTuTu, и он выбивает почти 2 миллиона 600 тысяч очков. Опять же, я за этими цифрами не особо гонюсь, да и в принципе я не понимаю, зачем иметь аппарат почти там, ну, давайте округлим, с 3 миллионами этих очков, чтобы поиграть в какой-нибудь PUBG или чтобы там, я не знаю, Genshin тянул. Опять же, этот момент для меня непонятен и по сегодняшний день, но кому интересно, вот следующие показатели, это прошивка. Возможно, еще кого-то заинтересует момент, который у нас с вами касается и оптимизации с быстродействием. В целом и общем работает вообще замечательное устройство. Все там анимации присутствуют, которые должны были быть, и это очень хорошо. И также есть еще один такой маленький момент и пасхалка в этом видео. Самые внимательные, наверное, могли заметить следующий момент, что у нас ярлычок камеры поменялся. Раньше у него была такая красная точечка именно на самой отрисовке камеры, сейчас же ее убирают. Возможно, связано с тем, что мы с вами перешли на новую версию камеры, версия 6.0. Опять же, пока что доступна не для всех аппаратов. Если мне память не изменяет, это у нас Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra. Это Poco F7 Pro и это Poco X7 Pro. То есть F7 Pro и X7 Pro. На других аппаратах, к сожалению, новая версия камеры не заводится. Кому также интересно, все это добро вы сможете скачать в нашем телеграм-канале. Ну и подведя итог всего этого добра, я считаю, что компания Xiaomi проделала весьма неплохую работу в плане вот перехода на новую нумерацию прошивок. Да, возможно, стоило ожидать чего-то побольше и чего-то поглобальнее, но исходя из того, что есть на сегодняшний день, тоже считаю, что работа была проведена весьма и весьма. Что из этого всего придет в глобальную прошивку? Ну, я по крайней мере надеюсь, что все это добро придет, но там мы с вами об этом уже узнаем, потому что, судя из инсайдерской информации, уже прошивки 2.0.200.0 лежат на глобальных серверах, потому стоит дождаться официальной рассылки на наши смартфоны Xiaomi. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.